Были ли слезы, которые выступили на глазах Ви в тот вечер, формой тоски, которую больше нельзя было скрывать, или за этим кроется нечто более глубокое? Что-то, что застряло между двумя сердцами, которые когда-то шли бок о бок на одной сцене. Этот вопрос теперь разносится по социальным сетям, вызывая миллионы догадок у фанатов по всему миру. Потому что впервые за долгое время Ким Тэхён, или более известный как Ви из BTS, наконец-то открыто заговорил о Чон Чонгуке. И, что самое удивительное, его признание было не только откровенным, но и настолько эмоциональным, что довело многих армий до слез. Никто не ожидал, что небольшое воссоединение участников BTS несколько дней назад вновь откроет такие глубокие воспоминания. Когда камера наехала на внезапно замолчавшее лицо Ви перед тем, как он ответил на простой вопрос о Чонгуке, публика поняла, что что-то не так. Его губы улыбались, но глаза отражали печаль, которую невозможно было скрыть. «Я думаю, что слишком сильно сдерживал эти чувства», — сказал он тихо, почти шепотом, словно боясь, что его слова прозвучат слишком честно. Эта цитата стала предметом активного обсуждения. Что на самом деле имел в виду Ви? Речь идет о дистанции, возникшей с тех пор, как они начали свою сольную деятельность, или есть скрытые раны, которые только сейчас начинают раскрываться? Реакция публики была не менее эмоциональной. Тысячи комментариев наводнили социальные сети в считанные минуты после выхода видео. Многие были не готовы услышать это признание, другие думали, что Ви тоскует по временам, когда пятеро, шестеро или даже все семеро из них все еще стояли на одной сцене, беззаботно смеясь. Но за всем этим кроется нечто более тонкое, то, что касается не только дружбы или ностальгии, но и самого честного человеческого чувства – потери. С тех пор, как BTS решили сосредоточиться на индивидуальной деятельности, дистанция между участниками стала ощущаться более реальной. Чонгук занят мировым продвижением своего сольного альбома, выступая на различных международных сценах, в то время как Ви занимается своей музыкой, появляется на роскошных модных мероприятиях и по-прежнему поддерживает близость с фанатами. И все же, за всем этим блеском и сиянием, кажется, есть тихое пространство, которое трудно описать. Пространство, когда-то заполненное смехом и ночными разговорами в общежитии, которое теперь осталось лишь воспоминанием. В интервью Ви упомянул имя Чонгука мягким, но тяжелым тоном. «Он всегда много работал, я горжусь им, но иногда мне тоже становится странно. Мы всегда были вместе, теперь я могу смотреть только издалека», — сказал он. Эта простая фраза потрясла многие сердца, включая ARMY, которые знали, насколько близкими были отношения между ними на протяжении многих лет. В прошлом эти двое были известны как дуэт Макнелайна, которые часто шутили, поддразнивали друг друга и даже делились самыми искренними моментами за кулисами. Теперь слова Ви подобны открытию двери в давно закрытое пространство чувств, пространство, где смешались тишина, тоска и надежда. Немало фанатов предполагали, что грустные чувства Ви возникли после небольшого воссоединения BTS некоторое время назад. В тот момент участники выглядели счастливыми, как давно встретились после того, как долго были заняты своей деятельностью. Однако некоторые видеозаписи показали, что Ви выглядел более спокойным и часто опускал взгляд, как будто его мысли витали где-то еще. «По кому ты скучаешь?» – спросил тогда ведущий, и Ви лишь кратко улыбнулся, ответив «возможно». Слово «возможно» теперь является предметом споров. Этот кто-то – Чонгук. Спекуляции усилились, когда через несколько дней Чонгук вышел в прямой эфир и неожиданно упомянул имя Ви в необычном тоне. «Я видел видео, он выглядит спокойным, да, но я знаю, что Ви не тот человек, который может скрывать чувства», — сказал Чонгук, глядя в камеру. Эта фраза, казалось, была косвенным ответом на эмоциональное признание Ви. В этот момент фанаты полностью лишились дара речи. Это косвенное взаимодействие похоже на разговор между двумя сердцами, который не может быть передан напрямую, но подразумевается через экран, через взгляд и через небольшие, но полные смысла заявления. Что именно произошло между ними? Неужели занятость и физическая дистанция ослабили их отношения? Или есть нечто более глубокое, о чем никогда не сообщалось публике? BTS всегда были известны как сплоченная группа, отношения между участниками которой — это больше, чем просто коллеги, а не семья. Однако даже семьи не избегают расстояния и изменений со временем. Поскольку каждый участник идет своим путем, чувство потери неизбежно. И теперь, через честное признание Ви, мир наконец увидел самую человеческую сторону Айдена, который обычно выглядит таким сильным и спокойным.
Многие фанаты писали эмоциональные сообщения на платформе X. Ви выглядит таким хрупким, когда произносит имя Джонгука. «Я не могла сдержать слез», — написал один аккаунт. Другой написал: «Мы часто забываем, что они не только артисты, но и люди, которые тоскуют по временам совместной работы». Тысячи таких сообщений текли бесконечным потоком, образуя глобальную волну сопереживания. Даже некоторые корейские СМИ назвали этот момент одним из самых трогательных в истории BTS после того, как они приняли решение о временном перерыве в групповой деятельности. Интересно, что источник из корейской музыкальной индустрии, который известно, что близок к участникам BTS, сообщил, что атмосфера их воссоединения некоторое время назад действительно была полна эмоций. Они все смеялись и шутили, но в конце шоу атмосфера стала очень тихой. Некоторые из них даже прослезнились. По его словам, Ви и Джонгука видели разговаривающими довольно долго после того, как камера была выключена. Они не говорили много, но, кажется, понимали друг друга. Иногда тишины достаточно, чтобы показать свои чувства. Это заявление еще больше подтверждает предположение о том, что эмоциональное признание Ви было не просто обычным выражением тоски, а частью процесса глубокого размышления о дружбе, времени и расстоянии. В нескольких предыдущих интервью Ви говорил, что часто думал о смысле вместе после того, как они все начали сольную карьеру. «Мы привыкли всегда быть вместе, поэтому, когда тебе внезапно приходится идти одному, кажется, что ты потерял дорогу. Но я также многому научился благодаря этому», — сказал он тогда. Теперь его слова звучат тяжелее после того, как публика стала свидетелем его хрупкой стороны перед камерой. Некоторые аналитики корейской поп-культуры также отмечают этот феномен. Они заявили, что признание Ви и реакция Джонгука продемонстрировали эмоциональную зрелость двух людей, выросших под одинаковым давлением. Они оба не просто айдолы, они люди, которые находятся в процессе понимания смысла зрелости и отношений, сказал профессор Ким Хьян У, исследователь популярной культуры в Сеульском национальном университете. То, что видит публика, это не драма, а реальное отражение дружбы, проверенное временем. Однако за этой академической интерпретацией и общественным анализом кроется что-то более простое, но самое трогательное – тоска. Тоска, которую невозможно объяснить словами, которая появляется внезапно в момент, который ощущается теплым, но болезненным одновременно. Возможно, именно это почувствовал Ви в тот вечер, тоску, которую он не хотел признавать, но также не мог скрыть. Теперь, после того, как признание стало вирусным, многие надеются, что отношения между ними станут крепче. Некоторые армии молились о том, чтобы они скоро снова встретились в совместном проекте или хотя бы разделили небольшой момент, который мог бы исцелить тоску фанатов. Сам Джонгук пока не дал официального ответа после того, как заявление Ви стало достоянием общественности. Но источник из персонала HYBE сообщил, что эти двое общались в частном порядке. «Они уважают и понимают друг друга, не о чем беспокоиться», — сказал источник. Тем не менее, тень печали все еще ощущается в публичных фразах, которые говорят о них. Возможно, это правда. Печаль возникла, потому что воссоединение было не просто обычной встречей. Для них это напоминание о времени, которое невозможно повторить, о совместной жизни, которая теперь остается только в воспоминаниях. И для Ви, возможно, воссоединение вновь открыло чувство, которое он аккуратно прятал за своей спокойной улыбкой. Что касается Джонгука, то, возможно, это был момент, когда он осознал, что некоторые узы невозможно стереть расстоянием, независимо от того, насколько далеко они зашли. В конечном итоге эта история не только о двух участниках BTS, которые скучают друг за другом, но и о смысле самих человеческих отношений, о том, как время разделяет, но и напоминает, о том, как тишина иногда честнее тысячи слов, и о том, как простое признание может потрясти миллионы сердец по всему миру. И, возможно, за слезами, пролитыми той ночью, кроется послание, которое Ви хотел передать без слов, что никто по-настоящему не уходит, пока живы воспоминания,
что хотя их шаги теперь направлены в разные стороны, их сердца все еще бьются в одном ритме. Ритме, который когда-то заставил мир влюбиться в имя BTS. Была ли слеза, выступившая в уголке глаза Ви в тот вечер, признаком тоски, которая была скрыта слишком долго? Или за этим кроется нечто более масштабное, более сложное и глубокое, чем просто ностальгия по прошлому? Этот вопрос теперь сотрясает корейский мир развлечений и фанатов по всему миру, особенно ARMY, которые на протяжении многих лет были свидетелями невероятной близости между Ким Тэ-хуэном и Чон Чонгуком. Видеоинтервью, опубликованное 3 дня назад известным корейским СМИ, показало другую сторону Ви, которая редко появляется на публике. Сидя в простом кресле, в черной рубашке, с нежным, но тяжелым взглядом, Ви выглядел иначе. Когда интервьюер задает один простой вопрос: «Вы все еще часто общаетесь с Чонгуком?», Ви долго молчал. Его улыбка брифли появилась, но быстро угасла, сменившись медленным вздохом и тихими словами: «Я скучаю по нему». 3 слова, которые потрясли весь мировой фандом, мгновенно стали трендом в более чем 50 странах менее чем за час. «Я скучаю по нему» стала фразой, которая нарушила тишину между двумя большими именами, которые долгое время росли вместе с подросткового возраста, поднимались по одной и той же лестнице популярности, но теперь идут разными путями. Для многих это заявление может показаться простым, но для ARMY, которые были свидетелями их близости на протяжении более 10 лет, эта фраза была подобна вновь открывающейся двери к старым, почти забытым эмоциям. За их смехом, за великолепными сценическими выступлениями и неоспоримым профессионализмом все еще есть пустое пространство. Пространство, где живут воспоминания. Пространство, где обитает тоска. Пространство, которое теперь озвучено через редкую честность. Небольшое воссоединение BTS, которое состоялось некоторое время назад, на самом деле было задумано как счастливый момент. Участники снова собрались вместе после длительного периода сольной деятельности, отпраздновали годовщину дебюта группы и поделились историями о жизни друг друга. Однако посреди этой теплой атмосферы камера запечатлела момент, когда Ви выглядел задумчивым. Чонгук, сидевший недалеко от него, посмотрел на него с небольшой улыбкой, но ничего не сказал. Согласно сообщениям корейского СМИ, «Диспатч» после окончания мероприятия. Атмосфера за кулисами на короткое время стала тихой. Один из сотрудников сказал: «Ви долго сидел в своем кресле после того, как все закончилось». Чонгук подошел к нему и похлопал по плечу. Они немного поговорили, но никто не знал, о чем. Однако этого короткого момента, казалось, было достаточно, чтобы потрясти сердца многих людей. Всего через несколько дней Ви появился в ставшем теперь вирусным интервью и произнес фразу, которая заставила мир замереть: «Я скучаю по нему». Для фанатов, которые следили за путешествием BTS с самых ранних дней, отношения между Ви и Чонгуком — это больше, чем просто отношения между участниками группы. Они росли вместе, проходили репетиции, делились трудностями и поддерживали друг друга перед лицом общественного давления и ошеломляющей славы. Во многих документальных фильмах и закулисных моментах эти двое часто видны, шутя друг с другом, защищая и даже тихо успокаивая друг друга, когда один выглядит уставшим. Однако после решения группы взять перерыв и сосредоточиться на индивидуальной деятельности, их прямое взаимодействие наблюдается все реже. Фанаты, которые привыкли видеть их вместе, теперь могут только вспоминать прошлое через старые видеоклипы. Вскоре после того, как интервью Ви стало вирусным, Чонгук вышел в прямой эфир на платформе Weverse. Сначала трансляция казалась обычной. Он приветствовал фанатов, говорил о своей музыке и сыграл пару песен. Но посреди трансляции кто-то в комментариях написал: «Чонгук, ты видел интервью Ви?» Реакция Чонгука мгновенно изменилась. Он на мгновение остановился, посмотрел на экран, затем слабо улыбнулся. «Я видел его. Я знаю Ви. У него всегда был честный способ выражать чувства». Затем он добавил фразу, которая заставила ARMY по всему миру плакать. «Возможно, нас теперь редко видно вместе,
Но мы остаемся на связи. Он это знает. Внезапно комментарии и плачущие эмоджи заполонили трансляцию. Тысячи зрителей признались, что не могли сдержать слез. Один написал: «Казалось, они говорили своими сердцами, а не словами». Другой сказал: «Это не просто дружба. Это как два брата, которые разлучены, но все еще понимают друг друга, не говоря ни слова». Через несколько часов ключевое слово #TakeUkReunion стало мировым трендом с тысячами фотографий и видео их воспоминаний из прошлого. Источник из Hype позже подтвердил, что воссоединение действительно было очень эмоциональным. Они все были очень счастливы, но в конце шоу многие не могли сдержать слез. Это не из-за грусти, это из-за ностальгии. Они прошли через многое вместе, и теперь все идут своим путем. Это не прощание, это перемены, сказал источник. Однако для фанатов выражение лица Ви в тот вечер нельзя было приравнять к обычному счастью. В его глазах была глубина, как будто он разговаривал с воспоминаниями, которые никогда не заканчиваются. Некоторые фанаты, присутствующие на месте, утверждали, что видели, как Ви довольно долго смотрел на Чонгука во время совместной фотосессии. «Он не говорит много, но его взгляды говорят о многом», написал один ARMY на форуме сообщества. С тех пор многие интерпретировали, что печаль, замеченная в глазах Ви, является отражением чувства потери тех моментов, которые у них когда-то были. Доктор Хан Ми, психолог, часто анализирующий эмоциональные выражения в корейской поп-культуре, считает признание Ви формой эмоционального катарсиса. Айдолы, такие как Ви, живут под давлением, чтобы всегда выглядеть счастливыми и идеальными. Однако, когда он осмеливается сказать «я скучаю по нему», это не слабость, а скорее редкая форма честности. Это показывает эмоциональную зрелость, сказал он. Между тем, профессор Ли Хё Гён, исследователь культуры Халю, сказал, что этот феномен демонстрирует гуманистическую сторону корейской индустрии развлечений. Фанаты любят BTS не только из-за их музыки, но и из-за реальной связи между ними. Такое признание усиливает эмоциональную близость между артистами и фанатами. Те, кто следил за путешествием BTS с самого начала, знают, что у Ви и Чонгука долгая совместная история. От их первых видеорепетиций до моментов на больших концертах эти двое часто делились шутками, спонтанными объятиями или просто значимыми взглядами на сцене. В одном из своих старых интервью Чонгук однажды сказал: «Я всегда многому учился у Ви. Он чувствительный, но искренний человек. Иногда я завидую ему за то, что он может честно выражать свои чувства». Теперь, когда эти слова сравниваются с недавним признанием Ви, многие чувствуют, что их отношения всегда основывались на взаимном уважении и подлинной любви. Даже в своем плотном графике Ви несколько раз писал сообщения, которые, казались, были косвенно адресованы Чонгуку. Одна из его публикаций в Instagram в прошлом году показывала фотографию ночного неба с подписью «Некоторые звезды невидимы, но они все еще светятся». Многие интерпретируют это как символ их отношений. Хотя их редко видят, они остаются на одном и том же месте. Хэштеги #VTHUK и VMISS BTS взорвались в социальных сетях. За 24 часа фанаты из разных стран сделали более 12 миллионов публикаций, каждая из которых выражала одни и те же эмоции – тоску, эмоции и гордость. Некоторые крупные фан-базы даже провели небольшой проект под названием «Письма Ви Тэхуку», где фанаты пишут письма поддержки и любви. Письма будут доставлены через их официальные агентства. «Мы просто хотим, чтобы они знали, что они никогда не одиноки», написал один из инициаторов проекта в Твиттере. Фанат из Бразилии написал: «Они научили нас смысла настоящей связи. Не в том, чтобы всегда быть вместе, а в том, чтобы держаться друг друга близко, несмотря на расстояние». А ARMY из Индонезии написал: «Когда Ви говорит «я скучаю по нему», я чувствую, что это представляет всех нас. Мы все скучаем по ним вместе». Хотя Чонгук известен как открытая фигура, есть и другая его сторона, которой мало кто знает. Он часто выражает свои чувства через действия, а не слова. В нескольких случаях он пел песни с текстами, которые, казалось бы, подразумевали тоску по кому-либо. Одна из них – песня «Still With You», которая полна эмоций и ностальгии. С тех пор, как признание Ви стало вирусным, многие фанаты перемотали песню, ища скрытый смысл за каждой строфой. «Я иду один по дороге, по которой ты раньше ходил». Эта фраза теперь кажется тяжелее, чем когда-либо.
Некоторые корейские музыкальные аналитики даже утверждали, что сольное творчество Чонгута во многом отражает его чувства по отношению к прошлому с участниками. Он может не говорить прямо, но его музыка всегда была отражением его сердца, сказал музыкальный критик Со Ми Хо. BTS всегда говорили, что они не просто музыкальная группа, а семья, но, как и все семьи, они сталкиваются со сложной динамикой, разлучением, переменами и тоской. В далеком интервью на Run BTS Ви однажды сказал: «Возможно, мы не всегда будем вместе, но мы всегда помним друг о друге». Теперь эти слова стали реальностью, которая ощущается осязаемой. Все они идут разными путями, но все еще связаны одним, что время не может стереть – любовью, выросшей из общей борьбы. Когда репортер спросил Ви, почему он скучает больше всего во времена BTS, он ответил с небольшой улыбкой. «Наш смех. То, как Чонгук всегда заставлял всех смеяться, даже когда мы устали». Затем он добавил: «Надеюсь, мы снова сможем вместе посмеяться когда-нибудь». Теперь мир знает, что за грандиозной сценой, камерой и прожектором стоят две фигуры, которые понимают друг друга, не говоря ни слова. Два сердца, которые выросли вместе, были разлучены временем, но все еще бьются в одном ритме. Может быть, это правда? Печаль Ви в ту ночь была вызвана не только воссоединением, но и осознанием того, что прошлое, которое они пережили вместе, это то, что нельзя повторить, можно только вспомнить. А за улыбкой Чонгука, смотрящего на экран и говорящего, что он это знает, кроется более глубокий смысл, что, несмотря на расстояние, они все еще связаны, не просто воспоминаниями, а чем-то более прочным, чувством, которое никогда по-настоящему не уходит. Для армии эта история не просто эмоциональные новости от двух айдолов, это напоминание о том, что даже в мире, полном света и гламура, честность и тоска остаются самыми прекрасными вещами, которыми может обладать человек. И, возможно, если однажды BTS снова встанут вместе на одну сцену, слезы, которые польются, будут не только их, но и слезами миллионов сердец, которые выросли вместе с ними, которые когда-то смеялись, плакали, а теперь чувствуют тепло слов «Я скучаю по нему».